Можно несколько месяцев смотреть курсы на YouTube, пытаться вникнуть в информацию, которую вам объясняет лектор. И вроде как после просмотренного видео кажется, что все, что вам сказал учитель, оно логично и понятно. Но потом, когда вы садитесь все воспроизводить сами, выясняется, что вы ничего не запомнили, что информация у вас не усвоилась и что вы не в состоянии даже единой строчки кода написать, либо своими словами объяснить какую-то теоретическую часть. Причем субъективно, когда вы смотрите ролики на YouTube, может казаться, что вы довольно продуктивно, усердно поучились и много чего сделали. Но так как у вас в голове ничего не осталось, то, соответственно, ваш прогресс и результат равен нулю. Вы вроде как узнаете какие-то термины новые, понимаете, что вам говорит преподаватель, но все равно в голове ничего не укладывается. Ну а потом вы идете просто на собеседование, и вас там спрашивают элементарный вопрос по типу, что такое event loop в питоне. И вы не можете объяснить, хотя вы буквально там 2 дня назад смотрели ролик на YouTube и все равно ничего не запомнили. А в этом видео я буду вам показывать систему обучения, построенную на 4 инструментах, которые можно внедрить в свою жизнь, в свое обучение и сделать его сильно эффективнее, чем оно было до внедрения этих инструментов. И сегодня мы с вами обсудим ChatGPT, Obsidian, Anki и календарь. Обычный Google календарь. Но самое важное, мы, естественно, сконцентрируемся на именно ChatGPT для того, чтобы я мог показать нюансы того, как его можно под себя настроить, чтобы ваша учеба шла эффективнее. Начнем с главной мысли. Когда вы потребляете информацию, это все еще не обучение. Навыки ваши появляются тогда, когда вы в состоянии закрыть материал, самостоятельно восстановить ход повествования, объяснения, применить полученные навыки и знания в задачах, получить какую-то обратную связь, может быть, исправить ошибку в коде, если вдруг вам дали код с ошибкой, и повторить все позднее через какое-то время, например, спустя через неделю. Поэтому нормальный цикл обучения, он выглядит примерно так. Сначала вы себе выставляете цель, потом вы проводите диагностику, затем вы изучаете новую теорию, потом вы ее воспроизводите, потом практикуетесь, получаете обратную связь и повторяете. Вот примерно такой цикл обучения у вас должен выстраиваться. Давайте подробно разберем каждый из этапов. Почему я рекомендую вообще вот эти 4 инструмента? В общем, я провел исследование, посмотрел все популярные инструменты для обучения. Я там смотрел разные инструментарии, в том числе и Notebook LM, в том числе и Notion всякие, платные решения какие-то. И вот эта комбинация из 4 инструментов, она позволяет вам, во-первых, не закупать дорогих инструментов целую кучу. То есть вы покупаете только вот подписку на ChatGPT. И в то же время получить минимальный джентльменский наборчик, с помощью которого вы можете решать поставленные задачи. Почему именно ChatGPT+? Ну, это просто вот выбор инструмента. То есть вы можете, в принципе, заменить ChatGPT+ на любую другую нейронку. Я просто пользуюсь чатом GPT, поэтому я вот его и взял за основу, чтобы на нем построить обучение. Вы можете, да, любую другую использовать, но, в принципе, особо разницы нету. Вы плюс-минус там $20 в месяц будете платить за любую нейронку. Так что имейте в виду, что вот просто выберите что-то, вот, что вам больше всего импонирует. Но вот конкретно ChatGPT из его плюсов, она дает более высокие лимиты, доступ к голосовым разговорам, работу с файлами, с расширенными моделями, с инструментами исследования. Это все нам нужно для нашего обучения. При этом есть еще в ChatGPT Study Mode, который мы с вами посмотрим. Он доступен хоть и на бесплатных тарифах, но там лимиты слишком низкие будут, поэтому, не вариант все равно. Ну и давайте, перейдем к самой практике. В общем, смотрите, вот я открыл сейчас ChatGPT. Первое, что вам нужно сделать, когда вы приняли решение, что вам нужно изучать, там, например, бэкэнд какой-то на Python или на Go. Вы можете взять и открыть проекты здесь и, например, указать, что вы собираетесь изучать Python backend или Go backend. Вы создаете проект. Далее, когда вы создали проект, теперь будете в этом проекте собирать все те чаты, инструкции, там, материалы в одном едином месте, чтобы все лежало в одном месте, и ChatGPT доступ имел к этим источникам и мог из них черпать информацию. И сюда мы с вами накидываем, например, свой roadmap, список изученных тем, конспекты, задания, вопросы с собесов, может быть, там какие-то учебные проекты, например. И первое, что вам нужно сделать, это сюда добавить обязательную инструкцию через настройки проекта. Например, инструкция может выглядеть так. Я забыл сказать про то, что все вот эти промптики, которые есть в видео, и плюс еще подробная статья о том, как учиться в текстовом формате, выложена в телеграм-канале, поэтому влетайте
в тележку, получаете свой план. Не выполняя учебные задания вместо меня, сначала требуй мою попытку, давай небольшие подсказки, задавай уточняющий вопрос, находи пробелы в объяснениях, отмечай повторяющиеся ошибки, после темы проверяй меня практикой. Память и вот это все по умолчанию, жмем сохранить. В принципе, шаблон подходит не только под Python Go, он в принципе подходит под любой язык программирования. Без вот этой инструкции ChatGPT часто будет слишком полезным, а нам такое не надо, нам надо учиться. Он слишком быстро будет убирать всю сложность из обучения. И теперь смотрите, когда мы с вами дали ему инструкцию, мы теперь можем, например, проверить наши знания по какой-то из тем. К примеру, вот вы зашли вот в эту историю на изучение BD, и вы можете написать, например, я начинаю изучать индексы PostgreSQL, ну и так далее, задавай мне вопросы по одному, не объясняй тему до моих ответов, в конце скажи, что я уже понимаю, где ошибаюсь, что нужно изучить первым. Вот это мы с вами проводим диагностику наших знаний, чтобы понять, какие у нас сейчас пробелы, что мы уже вычленили из видео, какую информацию, а какую информацию мы еще не вычленили из видео. Жмем «Отправить». ChatGPT сейчас будет проводить мне опросик. Важно тут объяснить, для чего вообще нужна вот эта диагностика. Когда вы проведете ее, и ChatGPT вам вскроет ваши пробелы, которые вы не знаете, вы потом обучающие материалы будете внимательнее смотреть, потому что у вас вызовет это интерес. А вот мне ChatGPT объяснил, что вот я что-то не знаю. И дальше, когда вы пойдете изучать обучающие материалы, вы уже будете более внимательны и более сконцентрированы на изучении теории. Вот, например, давайте с вами пройдем. Зачем в Postgres нужны индексы и какой компромисс возникает при их использовании? Ну, давайте я коротко отвечу. Что, по-твоему, физически хранится в индексе PostgreSQL? Копии строк таблицы, значения столбца, ссылки на строки или что-то другое? Так, давайте укажем, что значение... Блин, ну там сейчас провалю, короче, провалю диагностику. Ну, давайте, ладно, окей. Напишу ему без понятия. Он мне в конце, короче, выдаст вердикт по тем темам, которые я уже знаю и которые мне стоит доучить. И далее я, когда пойду, получается, все это дело изучать, я буду внимательно смотреть, что, почему, может быть, какие-то вопросы задавать. Вот, теперь смотрите дальше. После того, как я завершил диагностику, он мне, получается, выдаст результаты на то, что я ему ответил. В частности, вот, например, я вот уже понимаю, что такое селект-запросы, что накладываются накладные расходы, что я знаю какие-то типы индексов и так далее. Ну, где ошибаюсь, индекс обычно не перестраивается целиком при каждой вставке. Ну, понятно, да. Я там ему просто из-за того, что написал ответ неполно, он подумал, что я имел в виду другое. Вот видите, тут нужно прям подробно ему расписывать, чтобы он не подумал, что я эту историю не знаю. И вот смотрите, он мне выдает план, что мне изучить первым. Сначала разберись с базовой моделью хранения Postgres, после этого иди изучай, короче. И вот теперь мы, смотрите, переходим с вами в изучение, в стадию изучения. Мы с вами провели диагностику, мы поняли наши пробелы. Теперь мы с вами начинаем учиться. И для новой сложной темы мы будем с вами использовать стадия режим в ChatGPT. Этот режим, он создан для пошагового обучения, он может задавать вопросы, объяснять материал частями, проверять понимание, и сейчас он работает в обычных чатах, но не внутри проект разговоров, то есть не внутри проектов. Для того, чтобы включить стадий режим, переходим в новый чат и включаем сначала вот этот вот стадий мод для изучения какой-то определенной темы. Когда мы его включили, теперь я могу закинуть промпт. Объясни мне транзакции PostgreSQL поэтапно. Сначала проверь, что я знаю, после каждого блока задавай мне вопрос, не продолжай, пока не отвечу. Если я ошибусь, сначала дай подсказку, в конце проведи экзамен. В принципе, если вы хотели бы изучать сегодня индексы, мы с вами проводили вот в начале диагностику по индексам, то можно было продолжить в том же чате, примерно такой же промпт ему задать, и он бы после уже диагностики, оперируя теми знаниями, которые у вас есть, начал бы вас учить по тому, чего вам не хватает, конкретно по теории. Например, вот он мне решил провести сначала сразу диагностику. Что такое транзакция, какую она проблему решает. Ну, я ему, соответственно, там буду отвечать и в процессе всего учиться. В конце он мне проведет какой-то экзамен, чтобы я мог, короче говоря, сделать какие-то выводы о своих знаниях. Ну, а здесь давайте тоже ему укажу только про индексы. Диагностику он уже провел, в принципе, поэтому он мне должен сейчас уже... Ну, он мне продолжает диагностику, и далее он мне сейчас начнет поэтапно объяснять, что и как. Ну вот, как-то так. То есть, в принципе, стадий мод включать не обязательно, но если вы именно отдельно изучаете от диагностики какой-то вопрос или какую-то тему, вы его включаете на всякий случай, чтобы он вас не кормил бесплатными ответами. Ну и теперь вот смотрите, когда вы работаете с нейронкой, вы не
просите у нее готовое решение. Если застряли в какой-то задаче, то вот самый плохой запрос, который вы можете сделать, это, например, вот задача, сделай, пожалуйста, решение этой задачи. Вы вместо этого отправьте попытку свою, код свой и попросите какие-то многоуровневые подсказки. Вы можете, например, написать ему какой-то такой промпт, там, не показывай готовое решение, сначала найди ошибку в моем рассуждении, дай минимальную подсказку, дожди следующей попытки. Вот, и полный ответ покажи только после 3 попыток. И вы вот так вот больше запомните, нежели чем просто получите правильный ответ. Естественно, да, на это все уйдет время, но это будет эффективнее, с другой стороны. 4-й сценарий — это проверка объяснения. После урока закрывайте материал и попробуйте объяснить тему чату GPT, чтобы он вас послушал. Например, вы пишете такой промпт. Я сейчас объясню работу ивент-лупа, не дополняй меня до конца, затем найди ошибки, покажи пропущенные связи, задай уточняющие вопросы и попроси объяснить повторно. Вы ему потом будете объяснять, он вам найдет ошибки, скорректирует вашу позицию, и вы от этого больше узнаете. Как еще можно использовать нейронку? Для мок-собеседований можно использовать в качестве бесконечного технического интервьюера. К примеру, вы уже опять открываете новый чат. Лучше, конечно, все это делать в рамках своего проекта. Ну или чаты потом все собирать вот конкретно в проектик новый. Вот вы пишете вот такой промптик. Проведи мне собеседование на middle Python позицию. Задай по одному вопросу, задавай уточнения, не принимая определения без объяснения, требуй примеры. В конце составь отчет по пробелам. Вы такие интервью должны проводить просто постоянно. Их нужно проводить не только перед выходом на рынок. Их гораздо полезнее делать вот постоянно, чтобы вы тренировались объяснять какую-то теорию, рассказывать ответы на вопросы, чтобы вы оттачивали свои знания. Ну и, например, вы можете там в таком формате проводить, что у вас за неделю будет много-много моков. Сегодня вы проходите мок по питону, завтра по базам данных, на выходных какое-нибудь смешанное интервью, например, проводите. Потом вы еще можете, например, сделать голосовое интервью, которое будет проверять именно вот то, как вы будете рассказывать всю эту историю. В частности, например, я могу здесь сделать голосовой режим, разрешить. Так, обработка HTTP запроса. Не спеши. Сначала изложи, что именно делает Увикорн. Затем отдельно поясни, что такое ASGI в этой цепочке. После этого я уточню про следующий этап. Ну вот, и вы можете вот так вот в режиме голосового интервью общаться с нейронкой, она вам может задавать какие-то уточняющие вопросы и так далее. Вы когда активируете вот этот голосовой режим, вы обязательно попросите ChatGPT перебивать слишком длинные ответы, чтобы он вас не слушал по полчаса. Требовать какой-то конкретики, задавать неудобные уточнения, оценить структуру речи и не принимать ответ до конца. Какие-то вот неудобные вопросы, чтобы он вам задавал, чтобы вы тренировались почаще. То есть вы вот текстовый формат мок-собеседования используете для того, чтобы можно было именно техническую экспертизу свою нарастить, а голосовые интервью для вот того, чтобы вы научились говорить складно, чтобы вас на собеседованиях слушали и вы не боялись, что вам зададут какие-то уточняющие вопросы. Но явно нейронка знает больше, чем интервьюер, поэтому имейте в виду, что это очень полезная практика для вас. Теперь касательно Obsidian. Что такое Obsidian? Это такая вот база знаний. Не база знаний, это такая как бы хранилище заметок, можно сказать, большое. И само приложение можно использовать бесплатно. Есть синхронизация через iCloud, вы можете там просто настроить эту синхронизацию так, чтобы у вас между iPhone, там, ПК все синхронизировалось спокойно. Но единственный момент с Obsidian такой, вы его не превращаете в кладбище скопированных статей. Вы записываете туда только собственное объяснение, собственные примеры, связи между темами, вопросы собеседования и какие-то реальные ошибки. Если у вас есть какая-то проблема с тем, чтобы запоминать, в чем вы ошиблись, вы можете отдельно вести журнал ошибок в Obsidian. Имейте в виду, что эта история полезна не всем. Мне, например, не особо полезна. Я как бы могу с первого раза уяснить, что у меня была какая-то ошибка и больше ее не повторять. Но если у вас есть какая-то проблема с тем, чтобы запомнить, что вы делаете что-то неправильно, вы можете дополнительно вести журнал ошибок в Obsidian. Суть в чем? Вы его открываете, у меня тут, видите, есть какие-то заметки, которые я писал. Вы можете создать новый файл. В этом новом файле, тут опять же, я вас не буду учить сейчас работать с Obsidian и с тем, как тут настраивать связи. Если хотите, посмотрите отдельный гайд. Поэтому там есть люди, которые более удобно это все сделали. Я же вот больше про смысл говорю, что если вы хотите, например, вести журнал ошибок, то сама ошибка может выглядеть примерно так. Ошибка номер 1, здесь там асинхронность, почему ошибся, правильный принцип, как проверить себя, и так далее. Вот, пожалуйста, вы ее записали, потом там настроите, например, объединение вот этих всех ошибок у себя в карте, чтобы вы могли быстро освежить в памяти, в чем вы ошибались, и маленькие конспекты после пройденной темы. Очень полезно, когда вы какую-то тему изучили, фиксировать, что вы узнали нового своими словами. Есть такой метод обучение через образование, когда вы пытаетесь рассказать какому-то человеку, что вы узнали новое и чему
чему новому научились. Касательно Анки. В общем, Анки — это такое вот приложение. Здесь можно создавать колоды. Например, вот у меня есть тут одна колода с одним вопросом, но я могу вот сюда еще докинуть вопрос, какой-нибудь простой. Вы можете создавать вот такие карточки здесь. Потом, когда вы создали колоду, например, вопросы по питону, вы можете нажать кнопку «Учить», вот он вам задает вопрос, какие типы есть данных в питоне, вы на него, пытаетесь ответить, что есть там неизменяемые, изменяемые, там строки, картежи, списки там и так далее, короче. И вот он вам выдает ответ, чтобы вы могли себя проверить. И вы можете тут оценить, как бы легко, трудно там и так далее было. Вот он выдает сразу следующий вопрос. Какие виды конкурентного выполнения ты знаешь? То же самое, вы отвечаете, он выдает вам ответ, чтобы вы могли себя проверить. То есть это вот такая приушка, просто вот по системе карточек спокойно все выучить. Вы можете вопросы по питону сюда забить с собеседования и спокойно их все выучить. Еще момент, смотрите, вот вы когда карточки составляете, у вас должно быть правило, что одна карточка — это одна какая-то мысль. Карточка не должна быть там «расскажи все, что ты знаешь про RabbitMQ». Вот такого не должно быть. Нужны какие-то точечные вопросы. К примеру, там, что произойдет с неподтвержденным сообщением после падения консюмера, например, в кролике. Имейте в виду, что не нужно вот такие огромные темы запихивать. Касательно календарика, смотрите, как это может быть? Вот у вас есть какое-то расписание, да? Например, вы в какое-то время вы работаете, там с 9 до 6. Какое-то время вы детей водите в школу, в садик и так далее. Может быть, у вас там свидание с вашей любимой мамой лучшего друга. Поэтому вы вот это все фиксируете в календаре, чтобы вы могли свое время планировать. А для чего это нужно? Вот вы зафиксировали все свои обязательные дела, которые вам точно нужно делать в календаре. И у вас будет наглядно видно, какие у вас есть свободные часы, которые вы можете выделять на обучение. И вы эти часы прям жестко фиксируете, что вот в это время я сажусь и учусь. Я не занимаюсь скроллингом рилсов, я не играю в сессионные игры. Я сажусь в это время и занимаюсь. И ничем я другим заниматься не планирую. Вы тем самым будете защищать свое учебное время. Если вы этого делать не будете, то иначе очень легко в день, когда вы должны были посидеть поучиться, спокойненько сесть и ничего не делать. Поэтому вы свое время прям четко защищаете, что вы там, например, с 7 до 10 садитесь и учитесь. Причем будет хорошо, если вы не просто будете писать в календаре, что я учусь, а будет классно, если вы будете писать прям еще по темам. То есть, например, вот в среду я там с 7 до 10 изучаю индексы в Postgres, например, 3 часа. Там, например, в пятницу в 19:00 я прохожу мок-собеседование с нейронкой и так далее. То есть вы вот так вот можете спокойненько все запланировать, чтобы у вас было защищенное учебное время, чтобы вы маленькими шажками двигались к большой цели. Ну а теперь давайте с вами поговорим про те вещи, которые в этом видео я не осветил. Во-первых, вопрос номер раз. Непонятно, а что учить вообще. Для этого есть родмапы. У меня тоже есть родмапы открытые. Мы недавно выпустили родмап по питону. На степике вы можете зайти и вот этот родмап взять на вооружение, чтобы знать, какие темы вам нужно изучить. Потому что все равно, даже если вы зайдете в нейронку и скажете мне, объясни мне БД, нейронка вам не ответит на вопрос, а понадобятся вам вот эти знания, которые вы сегодня изучили в работе, или не понадобится, потому что нейронка, она толком не знает. Она, может быть, посмотрела там, условно, какой-то доклад, и там какой-то человек с умным видом сказал, что очень важно знать, как работают рекурсивные запросы в Postgres. По факту вы выходите на работу и за все свои там 3 года опыта ни разу не пишете ни один рекурсивный запрос. Как так вышло, почему вы потратили время на изучение рекурсивных запросов, непонятно. Но вот нейронка вам сказала: окей, ладно. Для того, чтобы избежать вот этих всех историй, есть родмап. У меня на менторской программе по Go и по Python есть внутренние родмапы. У меня родмапы все сокращенные, только с теми темами, которые точно понадобятся на работе и пригодятся на собеседованиях. Только вот те темы, которые точно нужны, без излишеств. Второй момент. Мок-собеседование с нейронкой, конечно, хороши. Вы можете так потренироваться, проходить собеседование, но все-таки такие собеседования, они все-таки безопасны для вас. То есть вы особо не стрессуете, не нервничаете, не переживаете, что вас там как-то, плохо оценят, на вас плохо посмотрят. И вы на собеседовании потом с реальным человеком, с реальным разработчиком, вы будете очень сильно переживать, стрессовать. И даже если вам будут задавать такие же вопросы, вы все равно, скорее всего, провалите такое собеседование. Поэтому важно брать собеседование с реальными людьми. Либо вы берете мок-собеседование с ментором, который вам проводит все это дело, либо вы идете прямо на реальное собеседование и сразу пробуйте там пройти техническое собеседование. У меня в программе тоже есть
МООК-собеседования. Мы их проводим много для всех, поэтому если хотите полноценно подойти к вопросу учебы, приходите на программу менторскую, научим, поможем. Если подытожить, то я коротко рассказал вам про инструменты. Учитесь. Желаю вам успехов в достижении всех ваших целей, начинаний. Ссылки на Roadmap и на менторскую программу есть в описании. Спасибо за просмотр. Задавайте вопросы. Делитесь инструментами, которые я не назвал, но вы считаете, что это прям вообще топский топ, очень сильно облегчает обучение. Все, пока.